Ну что, ребятки дорогие, всем привет! Сегодня у нас 29 октября. Свершилось. Мира вы пропустили через границу Грузии. Это значит, что мы прямо сейчас выдвигаемся в аэропорт для того, чтобы полететь в Волгоград и дать там концерт. Акустический концерт. Сегодня я поеду на своей машине. На такси ехать я не хочу, потому что едем мы всего лишь на одни сутки. И так было бы как будто бы выгоднее. Выезжаем, как всегда, пораньше, для того, чтобы не встрять сейчас в адские пробищи. Ну и будем двигаться потихонечку, не спеша. Времени сейчас 6:40, вылет у нас в 11. Но для того, чтобы без нервов и без стресса выехать со своего района, мне приходится в это время ехать. Ничего, ребят, приеду пораньше, лучше посижу в бизнес-зале лишний час-другой, но зато доеду до аэропорта без стресса. Ну что, ребят, удивительное и невероятное. 6 часов 41 минута, а у нас уже здесь все колом стоит. Просто все стоит колом нахрен. Ребята, во сколько надо выезжать? Ну, не предугадаешь, реально. Потому что один раз я выехал, до 6. Ну, наверное, до 6 надо выезжать, чтобы не попасть в такую отстойную ситуацию. Пока мы встряли тут в небольшую пробочку, давайте мы с вами немножко, наверное, пообщаемся. Я заранее прошу прощения за свою нечленораздельную речь, потому что с утра пораньше я спал сегодня, 3 часа, ребят. Поэтому войдите в положение. Я, ребята, еще раз хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за все те приятные слова, за все те благодарности, которые вы мне выражаете за контент, за все те комплименты, за пожелания. Ребята, вы у меня самая чудесная аудитория. Просто, вы знаете, такое ощущение, что где-то вот там наверху, когда Бог распределял аудитории по людям, он такой: этому говноедов, этому токсиков, этому, значит, приятных людей. И вот так, знаете, на меня, просыпал всю остальную массу. Просто потому что, ребят, вы у меня вообще какие-то волшебные. Огромная вам, ребят, благодарность за все те приятные слова, которые вы мне говорите. Мне безумно приятно. И нас уже больше 500, ребят, представляете? Буквально несколько дней назад у меня было всего лишь 60 где-то подписчиков. Я охреневаю, ребят. Я самый счастливый, наверное, человек на свете. Насколько круто просто все это дело происходит, развивается, сколько комментариев вы пишете. И задаете, кстати, ребят, много вопросов. На все эти вопросы параллельно идущим моим событиям я буду очень сильно стараться отвечать. Но, вы знаете, возникла у меня такая идея, что, скорее всего, надо нам с вами стримец когда-нибудь провести на ютубчике. Что думаете? Скажите, хотели бы вы стримец от меня? Просто, понимаете, какая история, ребят? Вопросов вы довольно много задаете, и вопросы интересные, вопросы классные, но просто пока я ответы на эти вопросы буду распределять по бложикам, по дням глазами барабанщика, просто пройдет целая вечность, ребят. А мне не хотелось бы вас долго томить, и мне кажется, что как будто бы стрим — это отличная возможность задать мне вопрос прямо в чатике, прямо напрямую. Поэтому, ребят, если вы голосуете за то, чтобы провести стримец, что это хорошая идея, мне стоило бы это сделать. И если вы придете, только, ребят, если придете, потому что стримить для самого себя, для своего соседа и для Нади мне не хотелось бы. Мне хотелось бы стримить для вас, чтобы все это дело прошло продуктивно, чтобы мы вместе провели классно с вами время, посидели в чиловой обстановочке, пообсуждали все вопросы, которые вас интересуют. Если вам этого бы хотелось, плюсаните, пожалуйста, в комментариях. Если комментариев плюсовых будет много, конечно же, мы этот стримец с вами замутим. Ребята, какие вопросы? Вы знаете, ребят, возникла у меня такая идея, для того, чтобы вам побольше пользы насыпать. Я попробую сегодня подокапываться до своих ребяток, до коллег. Да? Это до Сашки Тихонова, гитариста. Позадавать ему какие-то вопросы. Позадавать вопросы Славе Величковскому, нашему звукорежиссеру. Ребят, без преувеличения, он один из самых лучших звукоинженеров, с которыми я когда-либо работал, как и Антон Чесницкий. Антона Чесницкого вы, кстати, знаете из видео с Машей Фэй, которое как раз-таки вас всех ко мне привело. И мы сегодня попробуем нашим ребяткам позадавать вопросики какие-нибудь интересные. Ребят, что-нибудь выдумаю от себя, начну с какой-нибудь банальщины. Но, ребят, если у вас есть какие-то моменты, которые вас интересуют, которые вы хотели бы узнать по части звукорежиссуры, по части гитары
и всего вот этого прочего. Ребят, пишите в комментариях, я все эти вопросики зафиксирую, и когда мы будем снимать очередной день глазами барабанщика, или мы, например, будем снимать какой-нибудь бложик, я обязательно ребятам все эти вопросики задам. Вот. И вы получите, возможно, ответы, которые ищете. Ну что, ребят, время 8:20. Прибыли мы в аэропорт. Можно спокойненько, абсолютно пройтись, покушать. Вот у нас тут даже тележечка. Как нельзя, кстати. Она нам пригодится. Не буду вам показывать нудные, дурацкие, скучные прохождения всех этих рамок. Терпеть, ребята, не могу рамки. И пойдем с вами завтракать, пить кофеек. Ну что, ребятки, идем на посадку с Сашкой. Сашка, скажи привет. Привет. Кстати, ребят, раз уж мы рассуждали с вами про преимущества Аэрофлота, я забыл упомянуть одно из самое, наверное, главное и важное. Хотя нет, оно второе, наверное, по важности. Первое все-таки это бизнес-зал, а второе это то, что обладателей золотых карт, и иногда даже серебряных карт, в каком-то рандомном порядке, я совершенно не понимаю, каким законом это поддается, но тебя иногда, если, возможно, глаза у тебя очень красивые сегодня, совершенно внезапно могут пересадить в бизнес-класс. Нас с Сашкой иногда пересаживают, и мы очень сильно радуемся в такие моменты. Вот, и вполне вероятно, это сегодня произойдет. Здравствуйте. Всего доброго. Не сегодня. Спасибо. Посмотрим сейчас, как наш кахон погрузят. Ну, довольно бережно. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Доброго дня. И вам. Ну что, это было быстро. Прибыли мы в Сталинград. Вот такие перелеты я люблю. Инструменты наши вытаскивают музыкальные, вижу. Смотри-ка, патент даже засовывают их. Красавчики какие, а. Ну, кахон, наверное, как всегда, по ленте пустит. Почему-то обожают его по ленте пускать все время. Вот последний раз, кстати, ребят, за что Красноярску отдельный респект, его, ну, кахон в смысле, вывезли вместе с остальным негабаритным багажом. То есть логика такая, его сдали в негабаритный багаж и привезли его через негабаритный багаж. Во всех, блин, нахрен остальных городах просто на ленту швыряют его и все. В Москве, кстати, тоже его постоянно на ленту швыряют. Хотя везде написано аккуратно, хрупкая, но нет. Ну, отдельно. Привет, мой хороший. Добрый. Молодая. Хорошо. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ты тоже. Спасибо. Ты все стройнее становишься. Так, гитарки на местности. Че, сейчас начнется опять такси, да? Здравствуйте. Давайте, наверное, тележечку, наверное. Ага, спасибо. Ну, вот прям на сиденье. Или вот под сиденье можно, кстати. О, отлично. Спасибо. Оп. Ого, смотрите. Как быстро. Да. Сейчас поглядим на красоты. Оп. Так. Ух ты, церковь какая красивая. Здравствуйте. Благодарю вас. Направо на ресепшн паспорта. Ага, спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста. Ого. Да, все, спасибо. Спасибо большое. Хорошего дня вам. О, золотой лифт. Да. Что, ты в зал пойдешь? Да, я в зале. Ну давай, дорогой. На связи тогда. Так. Ну что ж. Уютненько.
Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать в Волгоград. Ох, сколько раз я хотел до сюда доехать. Все что-то никак у меня не получалось. И вот я здесь. Времени у нас пару часов. И значит, что мы сейчас делаем? В обязательном порядке надо доехать до Мамаева кургана, ребята. Посмотреть на все это великолепие, потому что я очень давно уже хочу туда попасть. Но все никак. И как раз с нашим приездом закончился дождь, ребята. Это знак свыше. Так, ну что, ждем нашу таксишку. За нами уже выехал Хавал Джолион. Приедет через 3 минуты. И водитель, который вез нас до отеля, нам сказал то, что лучше подняться на самый верх к музею Сталина и пройти уже вниз, соответственно. Так что будем слушать наших местных друзей и сделаем так, как нам рекомендовали. Оп! Все, ничего не забыл, ничего не забыл. Ну что, господа и дамы, видите вот эти бесконечные черные гранитные плиты, на которых выгравированы фамилии солдат, которые, собственно, легли при защите этой земли. Ребят, честно говоря, даже говорить ничего не хочется. Но вы просто сами все это видите. Скажите, кстати, ребята, может быть, у кого-то из подписчиков здесь дед или прадед на вот этих всех гранитных плитах это размещен. Да, ребят, Великая Отечественная война — это, конечно, событие абсолютно каких-то невообразимых масштабов. И мою семью, как и семью, наверное, любого другого человека в нашей стране, это тоже затронуло. Да, ребят, сильное место, сильное. Собственно, нашей семьи это тоже непосредственно коснулось, потому что моя бабушка блокадница. Она пережила блокадный Ленинград. Все ее родственники, ее брат, ее отец ушли на фронт, пропали без вести. Мать, соответственно, у моей бабушки умерла на руках в блокадном Ленинграде, соответственно, во время голодомора совершенно ужасного. И каким-то чудом моя бабушка выжила, пережила все это дело и была эвакуирована под бомбежками в Москву, где свою уже осознанную молодость, детство, юность, как это правильно назвать, прожила в детдоме и, соответственно, с помощью государственной поддержки была выпущена в мир, так сказать. Вот. Так что мои корни произрастают из Ленинграда, можно так сказать. Вы смотрите, ребят, я иду, а стена все, она не кончается просто. Ну, эти гранитные плиты, они... Ну, я просто даже не представляю, сколько людей указано на этих плитах. Ну, ребят, пройти мимо вот этого памятника я не мог, потому что это совершенно какая-то невероятной силы место, ребят. Скажу вам честно. Я так понимаю, это не то братские могилы, не то... нет, ребят, это не братские могилы. Это просто могилы. Вон, скорее всего, братские могилы. Вот эти холмики. Потому что в Питере, ребят, точно такие же. Я не помню, Искаревское, по-моему, кладбище называется. Поправьте меня в комментариях. Точно такие же холмики. Их очень-очень-очень-очень-очень много. И, собственно, эти холмики — это братские могилы. Братские могилы солдат, братские могилы людей, которые умирали во время блокады прямо на улицах. И честно вам скажу, ребят, возможно, на 9 мая я выпущу видео,
где расскажу вам о рассказах моей бабушки, что она транслировала мне в тот момент, когда я ее спрашивал об этом. И вы знаете, рассказы такие, что кровь стынет в жилах. Ну, соответственно, когда мне бабушка рассказывала, и она уже была очень сильно старенькая, и это было все рассказано урывками, но, ребят, этих урывок, поверьте, мне лично хватило, чтобы кровь начала стыть в жилах от ужаса. Насколько это было, конечно, страшно. Ну, а это, ребят, Родина, мать зовет. Водила нам сказал зайти с этой стороны, да, ну, я так понимаю, это самый верх, поэтому идем против шерсти, задом наперед. Я так понимаю, надо было оттуда подниматься сюда, но ничего. Так тоже классно. Ребят, посмотрите, какая она здоровая. Зрелище, конечно, завораживающее. Отсюда у нас сейчас откроется совершенно замечательный вид на Волгоград. Но вот только посмотрите. Да, через камеру, наверное, не ощущается ее размер. Ну, размер просто сумасшедший, господа. Да, ребят, тут открывается совершенно потрясающая панорама на город. И вы знаете, я говорю сейчас мало, потому что я так понимаю, что витрина дует такой, что меня просто будет не слышно. Ой, ребят, смотрите, красота какая. Просто красота. Да, ребят, витрина ужасный. Вот, смотрите, тут большая братская могила. Плюс ко всему еще под постаментом. Пока тут не ветрено, давайте я вам накину несколько фактов про Волгоград. Волгоград — это крупнейший город юго-востока России. Первое упоминание о поселении ученые обнаружили в летописях 1589 года. Город получил имя Царицын, а в 1925 году, кстати, моя бабушка родилась в 1929 году, а в 1925 году его переименовали в Сталинград, а в 1961 году в Волгоград. Волгоград считается самым протяженным городом РФ, ребята. Официальная его длина 90 километров. Но если учитывать ближайший пригород, то все 120. Волгоградское метро — это линия подземного скоростного трамвая, которая соединяет 5 районов города длиной 17 километров. И, кстати, да, если загуглить, это очень интересная история, когда ты спускаешься в метро, ну там все признаки метро, то есть там станция, как станция, да, там выезжает трамвай просто, блин, охренеть вообще. Главная достопримечательность Волгограда — это Мамаев курган, крупнейший в стране мемориальный комплекс, созданный в память о Великой Отечественной, ребят, войне. Венчает его 85-метровая скульптура «Родина, мать зовет». В Волгограде также установлен 57-метровый памятник Ленину. Ну и, ребят, также надо сказать то, что Сталинград во время битв был практически полностью стерт с лица земли, поэтому город перестраивали. И Волгоград также называют филиалом города Москва, потому что все проспекты, все улицы, все дома выстраивали таким образом, чтобы город был похож на Москву. Поэтому его называют филиал Москвы. Вообще, ребят, мы сейчас спускаемся по довольно такой покатой горке. Просто, чтобы вы понимали, вот горизонт. А не, хотя ни хрена все равно непонятно, не видно. Вот, и подниматься сюда мы бы, конечно, с вами втухли немножечко. Поэтому правильно нам все водитель посоветовал. Ну, так, наверное, было бы правильнее. Снизу вверх. Так, ребят, прошел я какой-то еще постамент. Пойдемте-ка туда зайдем. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Тут, я так понимаю, сцены из битв, которые высечены из камней. Ну, ребята, это сильно, конечно. Здесь, ребята, так понимаю, летом бьет фонтан. А это, я, честно говоря, не представляю, что такое. Наверное, какая-то панорама, ребят.
типа Бородинской битвы, и вот это все, только, соответственно, Сталинградская битва. Летом здесь, наверное, просто суперские виды. Ну а мы сейчас пойдем по вот этому променадику, вот туда вниз. Я обязательно сюда вернусь, когда будет тепло, когда будет зелень, для того, чтобы посмотреть на фонтаны, на все вот эти грандиозные сооружения, когда будет сезон, так сказать. Да, ребята, у таких мест совершенно невероятная энергетика. И, ну, просто ты когда видишь все это своими глазами, ты когда видишь тысячи и тысячи и тысячи имен на гранитных досках, которые уходят в горизонт, абсолютно не кончаются. Ты вспоминаешь про подвиг наших прадедов, дедов, бабушек, прабабушек. Возможно, я тупил, когда находился там, немножечко, да, у меня это как подзависала немножко речь, но, ребят, в прямом смысле слова я не преувеличиваю, у меня, ну, просто слова кончаются в таких местах, потому что, ну, сильно, это сильно, ребят. На самом деле быстро мы сегодня все очень сильно пробежали, но просто потому, что у нас ограниченное довольно время сегодня с вами. Сейчас 14:42, а на чеке нам нужно быть в 16:30. То есть, соответственно, нужно успеть сходить каким-то макаром поесть, сходить в душ, взять инструмент и доехать до площадки. И на это, на все про все у нас, ну, час получается. Ну и вот, спускаемся к дороге. Вот такая тут панорамка тоже открывается. Классная. Да, было бы время, я бы, конечно, еще с удовольствием спустился бы к реке, прошелся по набережной. Обожаю, ребят, набережные. Вот, но это, видимо, наверное, в следующий раз. Так, ребят, ну в поисках еды я тут нашел ресторан «Победа». Так, я вижу борщ, котлетка пожарская с картофельным пюре. Ребят, ну звучит убедительно. Рядом с отелем я нашел тоже достойные вроде как варианты, куда можно сходить покушать. Так что не будем терять, наверное, время мы, да? Закажем таксишку и поедем сразу на местность, чтобы потом спокойно выйти и пойти. Короче, ребят, что-то я так подумал. Есть не особо хочется, поэтому зайдем вот сюда. Кофеек за ваше здоровье. Вы знаете, ребят, не зря пишут в интернете то, что это филиал Москвы, так называемый. Застройка очень похожа на какой-нибудь проспект Мира, на Тверскую, на вот это все. Потому что вот эти большие, здоровые проспекты, они, ну, прям очень напоминают на эти родные пенаты. Ну, а мы сейчас с вами пьем кофеек, идем в номер, приводим себя в порядок и будем направляться на саундчек. Можно прокласть? Ну, ничего страшного. Спасибо большое. Пожалуйста. Так. Здрасте. Спасибо большое. Пойдем поздороваемся, что ли. Привет, мой сладенький. Привет, мой хороший. Ну как ты тут? Здрасте, Коля. Чуть-чуть. Алексей? Очень приятно. Чуть-чуть в огне, поэтому я сейчас свистульки еще буду ловить. Но ты не спеши, оставь все, а вокал сейчас только начнем. Пойду разденусь пока. Ой, бутеры. Красота. Надо быстренько грызануть бутер какой-нибудь. Так, ребятки, по микрофонам сразу у нас лягушка. Это Shure Beta 91. В бочке у нас Shure Beta 52A. На ногах снимает Chimes. У нас Shure Beta 57. Слав, ты не помнишь, как карандаши твои называются? Союз 013. Ага. Карандашики Союз 013. Так, ребят, но придется шум потерпеть, потому что звукоинженер сводит балкон. Не могли запустить массив. Вот только-только запустили. Поэтому, ребят, придется потерпеть немножко. О! Ура! Привет, пупсик. Ну что ты, как ты тут? Рассказывай, чего у тебя хорошего. Так, ну трещина не увеличилась. Это уже хорошая новость. Новых трещин тоже вроде не предвидится пока. Розовую кнопку специально сделал. О, чудесно. Так, не пали меня. Да, нормально. Живем пока. На тапе.
Все ли у нас хорошо? Да, тоже все в порядке. Слава богу. Это, кстати, кнопочка для толкбека. Нажимаешь и говоришь. Удобная хренобаза. Так, нашу бетку 91-ю. Блин, а что все в натяжку-то так? Мы суем вовнутрь. Фига, как ты придумал. Прикольно. Ну не очень, душит страшно. У меня просто штаны спадают, а не без этого. Если на ремень ставлю, вешаю сюда. Ну чё, чехольчик отнесем пока в гримерочку. Че, струнки меняешь? Да. Я одежду как собрал в Красноярск, так она у меня до сих пор тут и лежит. Подскажите, пожалуйста, а куда вещи? Прям положить сюда? Ага, все, спасибо большое. Славушка, а можешь вентик на единичку поставить, пожалуйста? Давай. А то что-то меня прям это сквозняк. Да, зал сегодня, конечно, лютый. Просто играешь бочку, она летит и обраткой тебе возвращается. Секунды 2, то есть бочка звучит. Ну ладно, чё. Будем страдать сегодня, значит. Очень странный звук здесь. Ай! Как он начал звучать с 309 до 475. Как это понимать? Он стал звучать выше. Очень сейчас я в луп верну, и ты поймешь, потому что у меня там все порезано, думаю, что я делаю, не могу вытащить. А он у него отлично, прикинь, после этих 3. Слушай, ну он же не гитарная струна, он не может настолько сильно выше начать звучать. Смотри, было тело вот тут, его здесь нет, а вот это было вырезано. И вот он шлепок нормальный. Вот нота конкретная. Ее не было никогда. И вообще там никогда не было. 500. И детюн тогда на... Слушай, ну здесь нет таких жестких условий для того, чтобы настолько сильно менялся звук. Я понимаю, если бы мы в Таиланде где-нибудь были, Прикинь, тогда может быть. Подожди, у меня вот тут висело. Детюнил.
Ну, мне кажется, в зале дело, не в инструменте. Да не, ну это исходник, это просто волна. Мне показывает волну не за прицела. Ладно, все, идем собираться, короче. Сашка, нам сказали бодики с собой брать. Хорошо. Дай, пожалуйста, совет начинающим гитаристам. Вот прям вот топ-3 совета, которые точно проканают и левелапнут человека. Топ-3? Да. Ой, слушай, сложно. Ну или там, ну сколько-нибудь. Ну давай, ну не знаю, мне очень помогло то, что, ну вот изучение аккордовых форм и изучение игры на конкретный аккорд. То есть не просто ты гоняешь пентатонику, например, на там последовательность аккордов, да, а ты каждый конкретный аккорд обыгрываешь, ну типа там словно арпеджио, да. Вот это очень сильно помогло. А что помогло? Что это дало тебе? Ну это дало, то есть ты в итоге, когда начинаешь там что-то писать или импровизировать, у тебя, во-первых, слух сильно круче становится, да, и ты уже слышишь конкретные таргет-ноты, да, то есть на которые ты можешь приземляться, играть, и у тебя шанс то, что ты, ну, будешь звучать как бы точно круто, выигрышно, даже если ты просто там сыграл кусочек гаммы и где-то остановился, шанс попасть не в ту дверь, он уменьшается. То есть ты начинаешь просто понимать, что у тебя вот звучит конкретный аккорд, и вот на него мы попадаем там конкретными нотами. Вот. Но это вот то, что лично мне помогло. Кто-то играет просто по слуху, и у них типа, брат, я так чувствую. Вот я тугой в этом плане, мне нужно... То есть я вот это вот как бы... тренировал. Но у меня еще есть куда расти, то есть я не супер-пупер. Короче, ребят, не будьте Филиппами Киркоровыми, Да. которые заходят не в ту дверь. Да. Да, а Вот. занимайтесь. Ну да, ну и мне нравится эта идея еще, ну, касательно занятий, вот такой немножко как гитар-джим, да, то есть, ну, как гитар-фитнес, то есть, вот, ну, особенно на начальном этапе, когда ты начинаешь заниматься инструментом, ты берешь для себя вот технические какие-то паттерны, да, это касательно вот развития техники, потому что это многим новичкам, ну, интересно, и ты берешь, засекаешь какие-то временные отрезки и начинаешь работать над звуком, над, например, секвенциями, именно вот временной отрезок, там, 2 минуты, да, ты сидишь, там, выкладываешься под метр, да, потом повышаешь темп, там, временные отрезки, и это качает, типа, сильно пальцы, вот. Вот это второй момент. Третий момент, то, что если вы занимаетесь, например, импровизацией и хотите... Блин, звонок для учителя. Если вы занимаетесь импровизацией, активно хотите как-то, ну, прокачаться в этом, ну, направлении, то занимайтесь, даже если вы изучаете какие-то гаммы или арпеджио, изучайте их сразу на минусовке, то есть это сильно прям вас поднимет, то есть вот этот слух будет прокачиваться, то есть понимание, в каком месте гармонии вы находитесь, какие ноты нужно нажимать в тот или иной момент. Вот. Ну и как бы, не знаю, нет предела совершенства. У меня, например, ну как, я чувствую там свои прогрехи, то есть я как бы вот сейчас даю эти советы, но условно я понимаю сам, что у меня вот есть... То, что, все мы не святые. Да, то, что меня как бы не устраивает там в моей игре, да, несмотря на то, что я как бы, ну, там давно работаю в этой индустрии, ну просто, короче, просто главное, чтобы вы не делали на гитаре, чтобы это приносило вам удовольствие. 100%. Вот. Ну, мне кажется, когда вы чувствуете потолок, это, ну, не должно такого быть, короче. Всегда должно быть к чему стремиться. Мы такие, типа, умные, да, с тобой? Всем советов Все, надавали. мы пошли концерт Всем играть, пока. короче. Друзья, нас ожидает очередной лучший концерт в нашей жизни. Поэтому давайте раздадим краба, лайкраба. Оба! концерт. Лучшего концерта. Лучший концерт в нашей жизни, ребята. Давайте высунем камеру, хоть посмотрим, сколько народу там. Че, пошли? Moves me nešeni boli smart Is each redemption storms us La 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 Если б не быть
тебя, то для чего тогда мне жить? День за днем находить и терять, ждать любви, но не любить. Если б не было тебя, я б выдумал себе любовь. Гули сотен чужих голосов, узнать пытаюсь голос твой и звук твоих шагов. Я теряю себя поминутно темным и сказочным образом, и планета, что ходит по кругу, раскидает свой ветер без компаса. Мне не видно тебя ни мгновения за туманами серого города, и мой нерв оголенный все бесится, что сказать тебе не нашел повода. Привет, прости, что был грубый, совсем ослеп. Я только сейчас понял твой совет. Забылся внутри, настроил стен, а там всех привет. Я также по небу ищу твой след, считая секундами много лет. Когда вернусь, а ты снова здесь. Привет. Время слепо перед огонем, нету боли, не ведом страх. Убегая вместе за дождем мимо нас, и его не спасти, лишь уберечь себя грязными изнутри. Чистые зеркала, оно уходит даль, там, где уснул закат, мне не дойти туда. Оно будет твоим судьей, продолжая нести свой крест между звездами и землей, там, где мы есть. Разные, грустные до боли, когда солнце свет, счастливые порою, когда пасмурно, поймавшие или ждущие каждый свой момент. Но вышло, что оно всегда быстрее нас. Время слепо перед огонем, нету боли, не ведом страх. Убегая вместе за дождем мимо нас, и его не спасти, лишь уберечь себя грязными изнутри. Чистые зеркала, оно уходит даль, там, где уснул закат, мне не дойти туда. Не потерять бы в серебре ее одну заветную.
буду петь голосами моих детей и голосами детей. Нас просто меняют местами, таков закон старый круговорот людей. Ой, давайте споем на бисмис. Какую песню спеть? А? Крылья? Да, бам. Сейчас я спою на кухне, подожди. Тихо звезды в одежде, тихо плакать, тихо плакать. Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухне бережных и нежных хрущевка, хранилище надежд для потомка, рассыпанная соль на клеенке, молоко на губах обсохло. Все могло быть неплохо, все могло быть неплохо, все могло быть. Вот и все, спасибо, друзья, всего доброго. Но надо идти по ходу. Zwagelas, zegi mistal gemshiel zat te speren. Al wat zichtbaar is karma te beren. Zwagelas, zwagelas, achlas suertia, gera tu armgera. Zwas vergavata ne vera simgera. Zwagelas, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na 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 na. Oh, Father, tell me. We get what we deserve. Oh, we get what we deserve. And way down we go, 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 go. Way down we go, 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 go. Just way down we go. Oh, you let your feet run wild. Tell us, come as we all go down. Yeah, but for the fun, do you dare I look them right in the eye? Oh, 'cause they will run you down, down to the dark. And they will run you down until you're fall. 'Cause they will run you down to the car. You can't get wrong. Say where down we go, 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 go. Say where down we go, 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 go. Say where down we go. 'Cause they will run you down until you're gone. Way down we
Мы старались для вас, ребят. Вам хорошего вечера. Спасибо, что пришли к нам на концерт. Ну что, Саша, как впечатление? Ну, это была потная катка. В натуре. Хорошо, сыграли. Вот очень емко Саша сказал, потная была катка. У нас сыграли мы достойно. Ну, как всегда. В целом, у нас, мне кажется, знаешь, как два музыканта, один мозг. Мы настолько много играем эту программу, что в целом любой там поворот локтя Коли, я уже знаю, что он будет делать, так же и... Пукаем синхронно просто, чтобы вы понимали. Я же просил, у меня в контракте не разглашать этот пункт. Ну что, ребят, концерт закончился. Наконец-то мы можем выловить Славу и задать ему несколько вопросов. Славушка, дорогой. Здравствуйте. 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 Вообще-то тебе мои подписчики в комментариях даже уже приветы передают. И я знаю то, что очень много смотрят меня людей, которые так или иначе относятся к звукорежиссуре, и концертной, и неконцертной. Есть, я так понимаю, и начинающие ребята, и практикующие ребята. Может быть, у тебя есть пара-тройка советов каких-нибудь полезных? Давай возьмем для начала концертную звукорежиссуру. Может быть, есть какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание, которые вот прям вот так вот сразу сделают, дадут какой-то результат или дадут левел-ап людям? Три Скажи, вещи. Засунуть свое эго в жопу. Вещь вторая. Уже дальше более цензурно, спокойно, нормально. Вещь вторая. Всё в порядке. Общаться и любить музыкантов, потому что иначе вы не сделаете ничего. Никогда не тянуть дело на себя. Третье — посещать концерты и общаться с другими звукорежиссерами. Общаться лучше- в смысле не общаться о кофе, там, погоде, а в смысле, братан, а как ты это сделал? Приходите Расскажи. смотреть, как человек работает. Каждую неделю вы обязаны быть на чужом концерте. Хорошо, Делать. Слав, а вот ты говоришь, нужно быть на чужих концертах. Как воспринимать информацию, как подмечать какие-то, возможно, мелочи, которые, на что стоит обращать внимание? Ну, в идеале, конечно, если вы хотя бы выбились в прокат, и вы там присутствуете в виде техника или звукорежиссера, то у вас есть сравнение. Да? 3 артиста выступило, один понравился, второй нет. Второй вариант, вы уже с кавер-группой хотя бы там выступили, а был еще какой-то артист. Ну все, ты в контрасте одного зала, одних колонок уже понимаешь, что ты не достиг нормального снейра, потому что подходишь к звукорежиссеру и спрашиваешь, а почему у тебя снейр пинается, а у меня нет. Угу. Чаще всего, на самом деле, надо было подойти к музыканту и пообщаться с ним. Слушай, ну очень же Чтобы снейр много, пинался. много стеснительных же людей, которые, ну, просто, ну чего Не я выживет. буду людей Не беспокоить? выживет, не выживет. То есть вот в тупую Только. берешь, подходишь? Нет, да, хвалишь, облизываешь, коммуникабельность, ну никак. Причем в студийной звукорежиссуре то же самое. Если не можешь общаться с артистом-музыкантом, до свидания. То есть только очно приходишь и... Скажи, пожалуйста, с музыкантами разве наоборот? Вот музыкант затюканный, который играет хорошо, но вот он скрылся и сидит. То же самое с звукорежиссерами. И музыканты также не общаются, сидят дома, вы думаете, он учится играть? Он учится играть за пилой, гитарист, да, сам с собой дома. Но в коллектив приходит, и все такие... Короче, аккомпанемент не ребят, играет. важнейший навык — это коммуникация. Самое Коммуникация. главное. Ну Спасибо. и эго убрать, чтобы понимать, что надо развиваться всегда. Всегда. Ты всегда не прав. А Всегда как, где-то как косячишь. воспринимать критику? И как отчленять конструктивную от неконструктивной? Ну, анализ. Записывайте концерты в пульте, записывайте концерты на телефон. Записывайте, понятно, и то говно. Но в смысле у вас будет статистика. Вы будете понимать, что на этом концерте действительно было так, а на том не было. Ну, как Вот и с телефон. музыкантами. Записывайте себя и смотрите, анализируете. Да. Да, и, соответственно, даже мои любимые звукорежиссеры бывают говорят такую херню про кого-то, потому что это их вкус. И, соответственно, пока вы не сможете там, собрать 5-10 мнений об этом и не понять, что там была вкусовщина, а вот здесь тебе говорили по делу. Статистика, Но вот короче. это лучше, да, в это не лезть. В смысле, просто анализируйте, пишите, смотрите и развивайтесь. Понятно. Для меня лучше это всегда сравнение вот вживую на корпоративе. Кстати, корпоративы самые лучшие, потому что вечно как фестиваль. Ну да. Ты можешь подбежать ближе к сцене и понять, как играет барабанщик физически. Он лупит, не лупит. Выбежать потом на фолк, понять, ага, мало летит с таким звуком со сцены, значит, вокал сделал то-то, то-то. Потому что на фесте, в смысле фестивале, на улице, на фестивале любой дурак может. Слушай, Громче, тише делаешь, вот хорошо, давай представим, что я, например, начинающий звукорежиссер. У меня был опыт, я там рулил 2-3 концерта. И я, допустим, вот Лукашев, да, который рулит Термейтс, вот мне очень сильно, например, нравится, как он строит звук. Вот Рулил лет 7 назад. Ну, допустим. Вот да. я вот возьму, например, да, и напишу ему в Инстаграм: здравствуйте, так и так, я очень сильно там преклоняюсь перед вами, можно ли я к вам приду и посмотрю, как вы работаете? Буду там, допустим, вашим техником на этот концерт. Техники обычно всегда не нужно, это многие, кстати, пишут мне то же самое, типа, давай, я приду, поучусь. И самое смешное, что сливаются. Хорошо, как подкатить Я тогда? не договорил. Прости, пожалуйста. Открытая пультовая.
В смысле, просто сказать, есть ли возможность на каком-то концерте прийти как в открытую пультовую. Это делает Астафьев Юра, делает открытые пультовые. Вот. И это ему респект большой. У него совершенно своеобразное видение, и не надо все за чистую монету держать, у каждого свой путь. Но то, что человек делает открытую пультовую, я ее сам посещал год назад. Но офигенно посмотреть, как человек работает. То есть он на сольнике Лепса показывает, как он до артиста. То есть он виртуальный чек гоняет и рассказывает, что как ковыряет, и может задавать вопросы. Вот некоторые звукорежиссеры открыты к этому. Большинство два лагеря. Кто-то не хочет делиться своими знаниями, чтобы не плодить конкурентов, а кто-то просто забивает. Что, серьезно? Кто-то прям вот настойчив? Очень много таких. И Кошмар. Поэтому просто спрашивать, а можно ли где-то при открытую пультовую, где-то пообщаться, я не буду ли мешать, а можно ли на чек прийти, можно так. Потому что, я к этому открыт, я зову. Я просто часто предупреждаю, что, ребята, я на чеке вот такой летаю. Да, ребят, Слава неуловимый абсолютно. Мы поэтому после концерта-то, собственно, и поймали, потому что до концерта невозможно. Но они уже поели, а моя еда уже час стоит. Да, ему вот только бы вот человеку некогда поесть, просто чтобы вы понимали. Человек, восьмирукий осьминог. Обычно, 12 часов я выключаю телефон, либо, сейчас меньше, 19, 3 и 11 пропущенных сообщений. Вот, обычно 25, 40 и 2 пропущенных звонка или 3. Вот, я не беру трубку, не беру сообщения, ничего не смотрю, потому что у меня чуть-чуть подход такой педантичный, пока не проверю каждый узел, и саундчек не начнется. Понятно, Слав, быть открытым, коммуницировать и не стесняться, обращаться, задавать вопросы. И не показаться глупым нельзя бояться показаться глупым, потому что вы можете в лоб, это, кстати, очень тяжелый шаг для многих, мне как-то нормально, подойти и сказать, чувак, вот у меня хай-хет говно, а у тебя звучит классно, расскажи просто почему. А многие не хотят тут произнести это слово, потому что если ты подойдешь просто к звукорежиссеру и скажешь, чувак, как ты хай-хет строишь? Извините, пожалуйста, иди обратно. Провода мотай. Это некрасиво. А когда ты признаешься, что тебе что-то не нравится, а вот у тебя там подчеркнуть то-то классно, не поделишься, все поделятся, 80%. Короче, эго, ребята, надо немножечко это. Спасибо тебе, братик, спасибо. Я думаю, ребята скажут тебе тоже огромное спасибо. Может быть, для кого-то есть полезные вещи, которые ребята смогут подчеркнуть. И у Славы есть свой телеграм-канал, где он иногда, кстати говоря, анонсирует. Что он анонсирует? Мастер-классы, открытые пультовые и прочее анонсирую, и про знания. Короче, ребят, этот человек преподаватель от Бога. Он очень круто объясняет, разъясняет. Вопросов точно не останется, поэтому, ребят, ссылочка будет в описании. Подписывайтесь в обязательном порядке и следите за анонсами. Ну и все, на этом мой день подошел к концу. Времени у нас сейчас 22:08. То есть мы еще и закончили по-человечески. Спасибо вам огромное за просмотр. И занимайтесь музыкой, друзья. Музыка — это очень увлекательное занятие. Хоть концерт прошел сегодня не гладко, не просто, но тем не менее я счастлив, что у меня есть возможность кататься по стране и заниматься любимым делом. Чего и вам, друзья мои дорогие, желаю. Спасибо за просмотр и до следующих видосов. Всем пока-пока.